Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня вот такая прозрачная чашечка, и у нас поэтому светлая подложка. Будем смотреть. Так, что мы здесь видим? Здесь укрощение темного зверя. Может быть, это внутренний ваш зверь, может быть, это состояние, ну вот когда вы победили какую-то ситуацию, причем вот оседлали и находитесь цепко на нем. Это темное что-то, да, вот темное. Возможно, это какая-то даже вот внутренняя какая-то проблема, да, которую вы преодолели, или же ситуация, или же человек, да, с которым вы смогли договориться, взять верх. Ну вот как-то такая странная договоренность. Дальше. Я здесь еще вижу вас как человека, который умеет все контролировать, прям все контролировать. Вы можете объять необъятное. Причем вы настолько четко держите границы этого контроля, что вот за пределы вашего, ну, вот там, где вы ограничили, да, то есть туда никто не выйдет. Все, вы ограничили, сказали, нет, туда нельзя, это не выходит, да. То есть тут придерживание правил, вы контролируете процесс, вы держите двумя руками, будто бы вообще рычаги управления ситуацией. И здесь говорят, что у вас все вот выйдет. Если вы сейчас волнуетесь о ситуации, которая, может, выходит из-под контроля, не беспокойтесь. Ну, по крайней мере, так говорит здесь блюдце, да, что по недавнему даже вот прошлому здесь была ситуация, когда нужно было проконтролировать, и у вас это удалось. Или вот-вот идет процесс такой, как захвата, да, вот этого контроля. У вас получится это проконтролировать. Так, что мы здесь видим? Здесь интересные такие темы. Может быть, даже здесь темы кораблей, темы попытки преодоления преград кораблем, на корабле. Здесь тема троянских коней, когда в пространство получается как подарок, да, а потом выпрыгивают воины. Так. И захватывают, да, территорию, открывают ворота. Здесь темный корабль, он выпускает, ну вот как огонь. Так, я сейчас посмотрю обе стороны. Это капец. Что-то такая тема интересная вышла. Здесь будет очень много потерь. Смотрите, здесь сама сторона агрессора, да, сторона агрессора, она, смотрите, она стреляет в себя, да, то есть тут люди могут погибать свои. Вот, и командование будет давать приказы палить просто по, не знаю, по жителям, может быть, либо по своим воинам. Тут видите, как человек сам в себя стреляет. Вот эта ситуация агрессора. Это ситуация страны, на которую напали. Моя страна, да. И здесь не совсем адекватное восприятие ситуации, но все равно тут говорят, что вот как потери какие-то. Потери, прощание с прошлым. Прощание с прошлым. Еще раз. Станет легче для... Ну вот такая тема сегодня чашечки. Я ничего даже не могу и добавить. Это я сама даже не видела. Угу. Вообще тема огромный корабль, тут и он палит. Ну что ж. Я не могу не озвучить, потому что я достала эту чашечку, она для меня была новой, и, возможно, это надо было действительно озвучить на всеобщее обозрение. Так, и что еще? Здесь идет облегчение, момент как бы легкости, спокойствия и
Но тут также говорят, что нельзя закрывать глаза на то, что видишь. Нельзя неадекватно воспринимать информацию. Нужно всегда быть начеку, потому что вот какое-то легкомыслие может привести к тому, что тоже могут быть потери. Да. Это могут говорить о Крыме. Да. Так. Берег, море показывают. Вот именно вот эта ситуация. Люди, находящиеся в этом регионе, я очень вас прошу, наверное, нужно как-то, не знаю, ну, обезопасить себя, постараться максимально, да, вот как вы это делаете. Любовь, карта любовь идет. Но это, скорее всего, вот мое чувство, вот это, которое передалось сейчас. Так, смотрите. Так, по стране агрессора. Вот троянский конь, который вошел и открыл, смотрите, двери. Получается, агрессор не воспринимает тех людей, которые там находятся, да, за своих. Вот, ему все равно, да, то есть командованию все равно. И там могут погибать как воины, да, которые наняты, так и жители, да. Тут говорят про Крым. Стабильная позиция, которую не исправить, да, то есть это все приказы отданы, это будет исполняться. Так, я хочу вот это все сейчас. Ну, я не знаю, почему, вот видите как, что интересно, что я не загадывала чашечку абсолютно, и мне тут прям тема кораблей, тема блоков и преград для большой военной техники, вот. Тема возможность какой-то хитрости относительно того, чтобы враг не прошел. Тут вообще какая-то конница. Это что такое? Как и раньше. Так, еще по агрессору. Почему так и что там может быть? Почему так? Смерть, видите как? Они задумали изменить ситуацию в корне, и поэтому будьте осторожны, дорогой Крым. И мои дорогие украинцы и люди, которые, ну, все-таки видят, другие люди, да, которые видят в том, что происходит, кошмарный ужас и пытаются с этим как-то бороться. Зачистка идет. Вот такая фигня здесь. Это может быть как-то незаметно или это во все... Да, это, смотрите, мне просто идет информация, это как-то будет очень скрыто, с подвохами проделанная операция. Видите как? Из-под тишка. Угу. Для чего это делается? Ну, для чего это делается? Тут даже объяснять не нужно. Это все политика. Грязная агрессорская политика. Окей. Хорошо. Ну, видимо, после этого видео у меня почистится канал, я так понимаю. Ну, что е, то е. Хорошо. Сегодня у нас на улице мне пришлось остановить видео, потому что гром был ужасный от того, что машина ехала и везла погибшего воина. Вот так. У нас в городе встают на колен, ну, выходят водители, когда едет такая машина, и ну, выходят из машин, встают на колени и отдают честь, да. После каких-то переговоров будет... Я смотрю сейчас на страну, на которую напали, да, на нашу, на Украину. Здесь после каких-то переговоров будет существенное улучшение. Вот. И причем позицию превосходства не изменишь, да, не поменяется, да, то есть останется на прежнем уровне. То есть корона с головы не упадет, вот так вот. Но с другой стороны, политика
страну, на которую нападают, да, напал агрессор, здесь очень хорошее, когда с чистой душой, с чистым сердцем. Ну, тут радость, успех, в общем, тут слава богу. Вот. И тут еще, знаете, как от вселенной подарок. И меня очень радует то, что сейчас здесь, на этой стороне, и очень огорчает то, что вот как-то нам так показали насчет этого региона. Я не могла не рассказать, и я, наверное, это так не оставлю сейчас. Хочу узнать, почему рассказали, значит, людям нужно это было узнать. Не для того, чтобы, наверное, просто с канала там слетела как это, хреновая туча как этих людей, которые поддерживают агрессора, да, но или там войну. А, наверное, для того, чтобы обезопасить тех людей, которые в этом регионе находятся. И я не могла это не сказать, понимаете, не могла. Я прям обязана должна была это сделать. Что они могут сделать, те люди, которые хотят спастись? Смотрите, тут надо советы. Держаться вместе, видите, помогать тем, кто не может. Ну, это у нас такое объявление, когда громадяне, повітряна тривога. Тут говорят о том, что помогите тем людям, которые не могут выйти из домов. Тут нужно просто-напросто не устраивать панику, а постараться в эти тяжелые моменты, в эти тяжелые минуты людей, которые немощные, не могут, там, женщины, дети, старики, вот, и нужно им просто помогать, вплоть до там зверей и так далее. Вот, и держаться вместе постараться. И вот опять же, да, момент помощи, когда то, что есть у человека, да, он отдает. Отдает. Изучить информацию, потому что в пространство заходит нечто неправильное, да, нечто, что очень хитро и подло начнет менять там ситуацию. Вот так вот. Будьте осторожны. И вот именно это агрессор, да, то есть там, вот как показала карта, да, это как сам в себя, да, то есть сам в своих. К сожалению, вот такая информация, и я думаю, что высшие силы, наверное, специально как-то взяли эту чашечку мне сделали вот такой. Но вот мне тут идет еще букет и победа какая-то. И опять, знаете, вот как, ну, корона на голове осталась. Так. Я закончу эту чашечку. Благодарна тем, кто дослушал. Спасибо вам, мои дорогие. Хочу, чтобы те, кто любит мое творчество, изучили другі мої канали. Є україномовний чудовий канал, з яким я сьогодні буду працювати. Є ще один канал, более такой развитый, он буквально чуть больше года, но очень быстро начал, очень быстрыми темпами, абсолютно без какой-либо рекламы и рекламы на других моих каналах, просто вот сам по себе начал быстрыми темпами развиваться. Может быть, как-то ну, люди знают, да, немножко меня, и они просто приходили после долгого моего перерыва, и этот канал начал работать. Не этот, а второй, да. Вот этот канал, он реставрирован и тоже начал работать с новыми видео, да. Мои хорошие, я благодарна вам. Спасибо вам за ваше присутствие, за тех, кто любит мое творчество. Я вообще очень, очень благодарна за то, что вы вот такую энергетику мне дарите. Все, кто... Может, это не говорить, да, чтобы они не... Ну, все, кто действительно будет говорить гадости сейчас мне под этим видео, естественно, будет забанен, заблочен, убран, почищен. То есть это не нужно, вот абсолютно. Ну, хотя, с другой стороны, проявитесь. Я только рада.
всех остальных невероятно ценю, уважаю. Вы замечательные люди и прекрасная комьюнити для успешного развития. Сегодня вот такая была чашечка. Не могла не рассказать, значит, так нужно было. Дякую вам за все. Спасибо, мои дорогие. До новых встреч. Пока-пока.